Друзья, приветствую вас. Огромное вам спасибо за активность и поддержку. На Тулун в Иркутской области обрушился шквалистый ветер, причинивший значительный ущерб. Основной удар стихии пришелся на микрорайон Угольщиков, частично затронув районы Строитель и еще несколько улиц. В результате непогоды были повалены деревья и крупные ветки, оборваны линии электропередач, повреждены рекламные конструкции. С Дома культуры «Прометей» была сорвана часть кровли, также пострадала крыша одной из новостроек. Несколько автомобилей получили повреждения из-за падения деревьев и обломков. Власти города мобилизовали все силы для ликвидации последствий. К работам привлекли коммунальные и аварийные службы. Специалисты облкоммунэнерго занялись восстановлением электроснабжения в пострадавших районах. Работы по устранению последствий стихии продолжались всю ночь и на следующий день. Вот такой ураган прошел возле мастера. Сверху снесло, успешные люди. Крыша слетела. Вот так вот. Вот такая гроза у нас тут была. Город Тулун. Ну это вообще, это стихия. Ты посмотри, ото льда пар идет прям. Просто разрушил все. Смотрите, кресло как из... Смотрите. Представляешь? Вечером 24 июня на Лёкминский район Якутии обрушился шквальный ветер, вызвавший разрушение в Калахском наслеге. Ураган, длившийся около 10 минут, снес крыши двух частных хозяйственных построек и повалил электрический столб, из-за чего на улицах Майская и Нагорная пропало электроснабжение. Как сообщили местные власти, жилые дома не пострадали, человеческих жертв также не зафиксировано. Электрики из Алёкминска восстановили подачу электроэнергии через 7 часов. Все последствия стихии были оперативно устранены. Вечером 25 июня на западные районы Парижа и регион Иль-де-Франс обрушился мощный шторм, сопровождавшийся экстремальными погодными явлениями. Французская национальная метеорологическая служба объявила оранжевый уровень опасности для всего региона из-за сочетания сильного ливня, шквалистого ветра и града. В районе Эйфелевой башни зафиксированы порывы ветра скоростью 112 км в час. Несколько станций парижского метрополитена были затоплены. Это привело к их временному закрытию и сбоям в работе общественного транспорта. В южном регионе Франции, департаменте Ланды, штормовая суперячейка вызвала выпадение крупного града. В районе к северу от коммуны Периарат зафиксирован град диаметром до 6 см, а в самой коммуне — до 10 см. Это нанесло серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям, автомобилям и зданиям. La route est barrée. Город Хуллу в индийском штате Химачал-Прадеш столкнулся с серьезным наводнением, которое было вызвано сильнейшими ливнями. Облака буквально обрушились на землю и привели к внезапным и мощным потокам воды. Индийское метеорологическое ведомство выпустило оранжевый уровень опасности. В таких районах, как Палампур и Джагандharнагар, за 24 часа выпало 145 мм и 113 мм осадков соответственно. Наводнение затронуло несколько ключевых районов Хуллу.
В долине Сайндж, особенно в районе Джива-Нала, обрушившиеся ливни разрушили навесы Национальной гидроэлектрической корпорации и вызвали затопление близлежащих территорий. В районе Рихла-Бихал 3 человек были унесены потоком воды, пытаясь спасти свои вещи. Вспышки наводнений произошли также в Манале и Баньяр, там зафиксировано повышение уровня воды в реках Парвати, Бяс и Сатледж. Наводнение привело к значительным разрушениям. Были смыты несколько домов, временный мост через реку Парвати в деревне Балахи, а также повреждены около 20-25 транспортных средств в районе Шарши-Налах. Пострадали школы, небольшие мосты, сельскохозяйственные угодья и инфраструктура в Джива-Нала. Основные дороги оказались заблокированы камнями и грязью после прошедших оползней. देख सकते हैं आप लोग, न्यू नाला क्रॉस हो चुका है। देखो न्यू नाला में पहुंच चुकी है बाहर भाई लोग। 24 июня район Панчмахал в штате Гуджарат столкнулся с мощным ливневым паводком. Наводнение было вызвано сильными муссонными дождями, которые обрушились на регион. Индийское метеорологическое ведомство выпустило оранжевое погодное предупреждение. В Панчмахале выпало 159 мм осадков, Гадхра и Морвахадав получили по 117 мм. Это количество значительно превышает обычные уровни. Наводнение затронуло несколько ключевых районов Панчмахала, включая Халол, Гадхра, Шехера и окрестности. В Халоле вода затопила дома, из-за чего жителей пришлось эвакуировать в безопасные места. В Гадхре река Месри вышла из берегов, затопив временный мост и повредив плотину, что привело к дальнейшим повреждениям. В Шехере выпавшие 127 мм дождя за короткий период превратили дороги в бурные реки. «25 июня в Махачкале, в жилом доме на улице Габцахская, произошел инцидент с падением лифта. По данным СМИ, лифт сорвался с высоты 12 или 13 этажа. В момент падения в кабине находились 9 человек, включая мужчину, женщину и детей. 5 из них, в том числе 1 ребенок, были госпитализированы с травмами средней тяжести. Жизни пострадавших ничего не угрожает, но женщине потребовалась медицинская помощь. Известно, что лифт был рассчитан на 6 человек, но в момент инцидента в нем находилось 9, что могло способствовать аварии. По словам очевидца, лифт сначала резко опустился с 10 на 7 этаж, затем самопроизвольно поднялся на 12 и рухнул на 1 этаж с сильным ударом. Многоквартирный дом не был введен в эксплуатацию и не принят на баланс города. Он числится в реестре «Акцент стройконтроль» за нарушение градостроительного законодательства. В этом же жилом комплексе в марте 2025 года произошел взрыв бытового газа, повредивший квартиры и автомобили, что очередной раз указывает на системные проблемы в эксплуатации здания. 24 июня в муниципалитете Бельё, недалеко от Медельина, второго по величине города Колумбии, произошел оползень, вызванный переполнением ручья Ла-Негра после более чем 24 часов непрерывных дождей.
сход грязевых масс затронул районы Гранизал и Эль-Пинар, где находились неформальные поселения, построенные на склоне. Эти дома, часто возводимые без соблюдения строительных норм, оказались в эпицентре стихии. Оползень смел около 50 домов, погрузив их под тонны грязи и обломков. По данным на 26 июня подтверждена гибель 11 человек. Среди выживших — 6-месячный младенец, спасенный из-под завалов, но потерявший большинство родственников. 15 человек числятся пропавшими, еще 15 получили травмы и находятся под медицинским наблюдением. Более 120 спасателей, включая пожарные бригады Медельина, Красный Крест, полицию и местных волонтеров, работают на месте обрушения, используя собак, дроны и тяжелую технику для поиска выживших. В соседнем районе Велатина власти провели эвакуацию населения, 23 здания после сильных осадков и оползней запланированы к сносу. Всего было эвакуировано около 1300 человек, их разместили в школах и общественных центрах. В пригородных районах Гвадалахары, второго по величине города Мексики, произошел мощный ливневый паводок, вызванный интенсивными муссонными дождями. Наводнение затронуло муниципалитеты Сапопан, Тлакепаки и районы вдоль реки Риосико, потоки воды превратили улицы в бурные реки, унося с собой автомобили. Институт метеорологии Халиско сообщил о выпадении до 80 мм осадков за несколько часов. Ливневая канализация не справилась с таким объемом осадков. Затоплены дороги, включая ключевые магистрали, такие как трасса Гвадалахара-Сальтилье. Вода проникла в дома и коммерческие здания, особенно в низинных зонах. Десятки автомобилей были смыты, другие повреждены потоками воды. В некоторых районах Сапопана из-за повреждения линий электропередач временно отключалось электричество. В результате разгула стихии несколько человек получили незначительные травмы, о жертвах не сообщается. El carro que se quedó, ¿sí lo alcanza a ver? ¿Sabe? На реке Ангара, в заливе Волчий, взорвался гидроцикл. Это произошло всего в 7 метрах от пирса Каменный, 45-летний сибиряк приехал туда покататься с сыном. После инцидента мужчину увезли на скорой. Предварительно, техника вспыхнула из-за неисправности в топливной системе. Западная Венесуэла продолжает сталкиваться с катастрофическими наводнениями и оползнями из-за интенсивных дождей, вызванных тропическими волнами, усиленными зоной межтропической конвергенции. Переполнение рек, таких как Мататан и Бурате, и оползни на склонах Хант привели к значительным разрушениям в штатах Мерида, Трухилье и Тачера. Стихией затронуты муниципалитеты Табай, Мукучис, Мукуруба и Тиматес. Вышедшая из берегов река Мататан смыла автомобили, а также дом и участок дороги в Тиматесе. В Парама-Меридиане наводнения уничтожили посевы и дороги, 273 семьи пострадали, отсутствует связь и электроснабжение. В муниципалитете Бакона после 12 часов непрерывных дождей затоплены дома в общинах Метикун, Ловега и Лусабонита. Оползни в Сан-Мигель, Никитаа, Москве и приходах Гуарамакал и Вега-де-Гуарамакал привели к полному перекрытию дорог. В Тачире наводнения затопили дороги и дома, а особенно сильно пострадали сельские зоны. По последним данным, более 4700 человек были эвакуированы, информации о погибших нет.
президент Николас Мадуро распорядился о срочной помощи штатам Мерида, Трухилье и Баринас. С 24 июня объявлено национальное чрезвычайное положение. Гражданская защита Венесуэлы и Красный Крест совместно проводят эвакуацию и предоставляют гуманитарную помощь всем пострадавшим. Провинция Гуйчжоу пережила крупнейшее за десятилетия наводнение, вызванное проливными муссонными дождями. В уезде Цунцзян поток в реке Дулю достиг рекордных 14 600 кубических метров в секунду, побив исторический максимум. В результате местные власти срочно эвакуировали 32 тысячи жителей из зон риска. Улицы, дома и инфраструктура оказались под водой. Спасательные операции продолжаются с использованием лодок и грузовых дронов. В соседнем уезде Жунцзян наводнение стало самым разрушительным за последние 30 лет. Уровень воды в реке Дулю поднялся местами до 11 метров выше нормы, а максимальный поток составил 11 400 кубических метров в секунду. Затоплены улицы, подземные гаражи и торговые центры, обрушился виадук из-за оползня. Погибло 6 человек, 150 пострадали, а 48 900 жителей были эвакуированы. К утру 25 июня вода начала отступать, позволив 50 тысячам жителям вернуться домой. Власти объявили чрезвычайное положение, задействованы спасательные службы для помощи пострадавшим. Метеорологи предупреждают о продолжении дождей до конца июня, что может усугубить ситуацию. В озеро Ханка, крупнейший пресноводный водоем Дальнего Востока, расположенный на границе с Китаем, был зафиксирован слив неизвестной черной жидкости. Видео, снятое жителями Камень-Рыболов Ханкайского района, распространилось в социальных сетях, вызвав обеспокоенность местных жителей и экологов. По предварительным данным, жидкость может быть канализационными или химическими отходами, что угрожает уникальной экосистеме Ханкайского заповедника. По словам местных жителей, слив продолжался несколько минут, после чего прекратился. В администрации Ханкайского муниципального округа сообщили, что в настоящее время жидкость больше не поступает в водоем, однако точный источник и состав отходов остаются неизвестными. Жители отмечают, что проблема с очистными сооружениями в районе поднималась несколько лет назад, но из-за нехватки средств она не была решена. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения.